Бывают в нашей жизни такие моменты, когда окружающий мир кажется затянутым непроницаемой серой пеленой, а надежда тает, словно первый осенний иней под лучами холодного солнца. В подобные минуты кажется, что боль, беда и людское равнодушие окончательно одерживают верх, а хрупкая жизнь беззащитного существа ничего не стоит. Но порой в нашей реальности происходят удивительные события, которую невозможно назвать иначе, как истинным чудом и чистым волшебством. Это пронзительная, трогательная и вдохновляющая история о собаке с теплым рыжим окрасом, которая заглянула в самую темную бездну небытия, но благодаря человеческой доброте и собственной силе духа сумела вернуться обратно к свету, подарив веру в добро сотням неравнодушных сердец. Когда волонтеры впервые увидели Жулю, в их душах все сжалось от невыносимой боли, щемящей жалости и тихого ужаса. Перед ними лежало крошечное, почти невесомое создание с абсолютно потухшим взглядом. Некогда яркая, теплая рыжая шерстка сбилась в грязные колтуны, сквозь которые с пугающей отчетливостью проступали абсолютно все косточки хрупкого скелета. Острые ребра, каждый позвонок тонкого хребта и выступающие тазовые кости. Здоровая взрослая собака ее размера и комплекции в норме должна была весить примерно 11 килограммов. Однако весы в смотровом кабинете клиники безжалостно зафиксировали страшную цифру – ровно 4 килограмма. Это было не просто истощение, а крайняя терминальная степень дистрофии, когда в организме полностью исчерпаны все внутренние запасы, и тело начинает разрушать само себя ради поддержания дыхания. Организм собаки был настолько истощен, что у Жули даже не получалось удерживать голову в приподнятом положении, не то что стоять на лапах и самостоятельно ходить. Голова бессильно падала на бок на металлическом столе, веки медленно смыкались, а дыхание было едва уловимым, поверхностным и прерывистым. Врачи ветеринарной клиники, повидавшие немало тяжелейших случаев, лишь сдержанно и печально качали головами. Ранее любые прогнозы на хороший исход были очень туманными, тревожными и неопределенными. Шансов на спасение оставалось катастрофически мало. Критически низкий уровень сахара в крови, угасающие внутренние органы, сильнейшее обезвоживание и практически полная атрофия мышц. Казалось, медицина здесь бессильна. Если только внутри самой собаки не теплится непреодолимая искра воли к жизни. Куратором Жули стала Ирина, человек с огромным открытым сердцем и железной выдержкой, для которой спасение попавших в беду животных давно стало главным жизненным призванием. В тот тяжелый вечер, заглянув в мутные, полные безмолвного страдания карие глаза собаки, Ирина тихо прошептала: «Ты только дыши, маленькая. Мы справимся. Я обещаю. Мы будем бороться за тебя до самого конца». С этого мгновения началась долгая, напряженная и самоотверженная битва за спасение угасающей жизни. Жулечку немедленно поместили в отделение интенсивной терапии. В ее тоненькие лапки, тонкие, словно хрупкие березовые веточки, бережно установили капельницы. Начались бесконечные сутки интенсивного лечения. Сложные схемы инфузий, питательные растворы, витаминные комплексы, глюкоза и препараты для поддержания работы сердца. Стоит особо отметить, что Жулечка оказалась собакой, отличающейся поистине необычайной, феноменальной силой воли. Животные в подобном состоянии крайней слабости и боли часто впадают в панику, жалобно скулят или погружаются в глубокую апатию. Жуля же держалась стойко, изо всех сил стараясь не показывать окружающим, насколько ей тяжело. По дороге в ветеринарную больницу Жуля вела себя исключительно спокойно, смирно лежа на руках у куратора и лишь изредка слабо прижимаясь носиком к ее ладони. Она словно чувствовала, что рядом находится верный защитник, пришедший спасти ее. В процедурном кабинете малышка отлично пережила абсолютно все капельницы, внутривенные вливания и болезненные уколы, которые делали ей врачи.
Она не издала ни единого звука протеста, не зарычала и ни разу не попыталась вырваться. Собака лишь глубоко вздыхала и смотрела на людей с такой кротостью и безграничным доверием, что у врачей наворачивались слезы. Жуля словно осознавала, эти уколы – ее единственный шанс вернуться в мир живых, и она терпеливо собирала все свои скудные силы в кулак. Ежедневно Жулечка мужественно боролась за свою жизнь, цепляясь за каждый новый рассвет. Однако комплексное лечение и реабилитация требовали огромных ресурсов и дорогостоящих препаратов. Процедуры по спасению и восстановлению были сделаны за счет бескорыстных благотворительных взносов наших дорогих подписчиков. История маленькой рыжей собаки глубоко тронула сердца множества людей из самых разных городов нашей страны. Люди искренне сочувствовали Жуле и переживали за ее судьбу, словно за близкого друга. Под каждым отчетом сотни людей писали приятные пожелания, теплые слова поддержки и искренней веры в победу. Эта мощная энергетика добра давала собаке внутренние силы, благодаря чему она восстанавливалась значительно быстрее и лучше, буквально впитывая в себя сострадание неравнодушных сердец. Ирина, куратор Жули, была вместе с ней постоянно, наблюдая буквально за каждым шагом и каждым вздохом собачки. Женщина ухаживала за Жулей так самоотверженно и нежно, как ухаживают за новорожденным младенцем. Кормление проводилось буквально по каплям из шприца каждые 2 часа специальной лечебной питательной смесью. Ирина постоянно меняла согревающие грелки, укутывала Жулю в мягкие пледы, делала деликатный массаж лапок, чтобы вернуть подвижность атрофированным мышцам, бережно протирала мордочку и ласково разговаривала с собакой, вселяя в нее непоколебимую веру в счастливое будущее. Шаг за шагом. Материнская забота куратора, высокий профессионализм врачей и упорный характер Жули начали приносить долгожданные плоды. Наступил счастливый день, когда малышка смогла самостоятельно приподнять голову и уверенно удерживать ее, встречая Ирину ясным благодарным взглядом. Затем Жуля впервые самостоятельно съела порцию пищи прямо из миски. Вскоре рыжая героиня сделала свою первую отчаянную попытку встать на лапы. Они дрожали и разъезжались на пеленке, но Жуля упрямо пробовала снова и снова. И вот свершился настоящий триумф жизни над смертью. Собака поднялась и сделала свои первые уверенные самостоятельные шаги. Ее вес начал неуклонно расти, возвращаясь к здоровым показателям, а тусклая шерстка вновь засияла теплым золотисто-рыжим блеском. Спасение Жулечки стало истинным чудом, в которое верили вопреки всем сомнениям. Также отличной новостью, которую тоже можно по праву назвать волшебством, явилось то, что малышка полностью восстановилась от того кошмара, который ей пришлось пережить. Когда специалисты клиники официально разрешили собачке находиться в домашних условиях, все несказанно обрадовались. Это означало долгожданный итог всей борьбы. Теперь ее жизнь находится в абсолютной безопасности. Куратор Ирина всей душой привязалась к собачке с рыжим окрасом, ставшей для нее по-настоящему родной. Поэтому вопрос о постоянном любящем доме для Жули оставался открытым и очень важным. Однако все решилось на редкость быстро, легко и счастливо. На публикацию о Жуле откликнулась прекрасная душевная женщина из Санкт-Петербурга. Ее настолько глубоко тронула драматичная история Жули, что женщина высказала искреннее желание забрать собаку к себе навсегда и подарить ей безграничную любовь, душевное тепло и надежную крышу над головой. Будущую заботливую хозяйку Жули зовут Валентина. Мы абсолютно уверены, что Жуля и Валентина непременно найдут общий язык, станут самыми близкими и неразлучными друзьями на свете. История Жулечки – это наглядный урок того, как искренняя доброта способна побеждать беду. Страшный вес в 4 килограмма, неподвижность и безнадежные прогнозы навсегда остались позади, словно дурной сон. Впереди у Жули долгие прогулки по красивым набережным и зеленым скверам Санкт-Петербурга. Мягкая теплая лежанка, ласковые руки и беззаботная жизнь рядом с любящим человеком. Доброта сотворила чудо, вернув собаке счастье и веру в людей.